Хотел с тобой поговорить про звукорежиссуру и саунд-дизайн. Ты вообще стал саунд-дизайнером неожиданно для меня, потому что как-то в эту сферу я пришел первый из нас, но ты потом начал работать саунд-дизайнером, и теперь ты аудиодиректор в компании Mindfish. Moonfish, окей. Ты работаешь над игрой Atomic Heart, да. Как тебе? Это твоя стезя? Да, это моя стезя, но это супер сложно. Мне нравится здесь, что это супер сложно. Мне каждый раз нужно что-то изучать новое, мне каждый раз приходится как-то решать какой-то иногда не совсем звуковой вопрос. То есть тут у меня сейчас уже симбиоз. Нельзя сказать, что я прям чисто занимаюсь там саунд-дизайном, нельзя сказать, что я чисто пишу музыку. Сейчас уже, получилось как бы набрать людей, которые могут вот эти стороны, в которые я, например, сам в силу там физических возможностей не могу все закрыть сам. Получилось набрать людей, у которых у нас с ними похожие взгляды, и мы как бы теперь работаем в команде. Но эта работа очень крутая. Это, по ощущениям, знаешь, синдром Бога. Ты создаешь какой-то мир. И в плане звука здесь самое интересное для меня — это создание всех физических процессов. То есть то, что происходит реально в мире. А мир этот не настоящий игровой, он выдуманный. И надо, чтобы в этом выдуманном ненастоящем мире все звучало по-настоящему. Но ты пришел без опыта в эту сферу. То есть у тебя есть музыкальный опыт, но опыт саунд-дизайнера у тебя как такового не было. Вот такого прям вот именно саунд-дизайнерского... хотя бы создание игр, звука для игр или хотя бы кино. Такого не было, правильно? Или было? Не, кино было уже. Кино было, уже да? На тот момент, да, уже кино было. Ролики всякие, вот такая вот история, довольно много всего было. Но единственное, что тогда был подход другой. То есть сейчас он у меня более такой классический саунд-дизайнерский, так как все это оборудование, как бы оно ни казалось сложным, трудноуправляемым, на нем намного быстрее сделать все, что угодно. То есть любую звуковую текстуру, любую штуку ты делаешь прям вот в момент. Даже ничего не надо искать. Поэтому как бы вот это все вот вместе все сошлось. Момент моего плотного развития именно в синтезе. И я пришел туда, у меня был только вкус, примерное представление о том, как это должно звучать. Философию игровую приходилось на ходу изучать. Также приходилось на ходу изучать движок игровой. Просто я проникся. Обычно, когда мне что-то интересно, я прям погружаюсь в это с головой, прям как фанатик. Это иногда не всегда хорошо, скажем так. Вообще, на самом деле, звук для игры — это твоя история, потому что ты и музыку долго пишешь. Я имею в виду, что у тебя всегда такой подход. Ты сегодня придумал, через год ты это сделал. Да. Так как я занимаюсь звуком для коротких историй, это моя тема. Я люблю, когда все быстро происходит. Да. Смотри, вопрос такой. Atomic Heart — это игра ААА класса. Да. Насколько я понимаю, это вообще первая игра в России, которая такого класса выпускает. Да, все верно. Насколько ты чувствуешь ответственность за вот этот класс? То есть, насколько ты понимаешь, что на эту игру обратят внимание игроки индустрии там из-за рубежа, и они посмотрят на твою работу, и что они скажут? Есть ли у тебя такое волнение? Само собой есть, но я думаю, что это дальше. Сейчас у меня пока волнение в основном о таких задачах, которые вот здесь. У нас очень такой, сложный процесс, естественно. Вот мы работаем много работаем, и поэтому основные мои переживания, они вот здесь находятся. Я мало думаю о релизе и так далее. Геймдев — это такое место, когда приходишь в него, ты должен быть готов, что фидбэка от того, что ты делаешь, можно не получать прям годами, годами. И это для кого-то это может быть сложно. Для меня в целом в рамках этого проекта все норм. Я как бы с самого начала с собой договорился, и все, и типа работаю. Мало я об этом думаю. Но я понимаю, конечно, что я очень рад и благодарен тем людям, с которыми я работаю. Они очень любят звук, и мы делаем погружение за счет звука довольно серьезное. То есть внимание к звуку очень высокое, и мы это очень четко понимаем и очень плотно над этим работаем. Меня попросили задать вопрос, а когда релиз-то? Это всех, наверное, интересует. Да, это всех интересует, да. Но у меня НДА, я не могу говорить. Окей, я так ему ответил, да. Окей, у тебя команда. Как тебе управлять командой? Слушай, пока учился в кадетском корпусе, я был там на сержантской должности, там мне это нравилось больше. Там все было... Там и подход другой. Да, и подход другой был. Здесь я не очень себя как бы... Я не то, что как бы оно так есть, но я не очень хочу вот транслировать этот момент, чтобы там мы делали так, как там мне больше нравится, или чтобы я, условно говоря, там говорил, как и что делать. Но в целом мне хочется, чтобы мы были такой единым организмом, и у нас были единые вкусы в команде, и мы все как бы обменивались ими и друг другу помогали. То есть
у нас нету вот этого вот, не знаю как-то. То есть это больше не кадетский корпус, поэтому я себя чувствую среди своих пацанов, поэтому мне комфортно. Наши пацаны. Слушай, ну а разве в творчестве может быть демократия? Я думаю, в рамках вот именно звука тут да. Ну, у нас же есть еще дальше, еще повыше над нами люди, которые иногда, если мы сбиваемся, они нас направляют. Окей, ну просто ты ответственен за процесс, и ты как бы презентуешь, да, работу, которую сделала твоя команда. Но в целом ты доверяешь своей команде, у вас такая бирюзовая система управления, когда каждый прав и каждый вносит свои в принципе, да. директивы. Да. Блядь, сука! Попасть в него.